Вы на канале Новости БП. Отдельные люди решили, что за качество вводимых препаратов никто не несет ответственности, и поэтому нужен документ. Пользователи Казнета обсуждают мнение о том, зачем нужно подписывать добровольное согласие на вакцинацию от COVID-19. Некоторые считают, что за качество вводимых препаратов никто не несет ответственности. Факт-чекеры объяснили, почему это неправда. Безопасность вакцин против COVID-19, используемых в Казахстане, подтверждается их успешными клиническими исследованиями. У добровольцев не было выявлено тяжелых нежелательных реакций, летальных исходов, связанных с получением препарата. Также не было, говорят факт-чекеры, о том, кто несет ответственность за хранение, транспортировку и введение вакцин пациентам, рассказали в Министерстве здравоохранения РК. В рамках договора ТОАСК фармации с производителями вакцин определены зоны ответственности за соблюдение температурного режима при хранении вакцины и соблюдение холодовой цепи при ее транспортировке. При этом отмечаем, что ТОАСК фармация по всей цепи транспортировки и хранения вакцины строго соблюдаются требования стандарта надлежащей дистрибьюторской практики (ГДП). Ответственность за транспортировку вакцин несет ТОАСК фармация. Ответственность за хранение на складах и транспортировку внутри региона — Управление здравоохранения. Хранение в кабинетах вакцинации — медицинская организация, сообщили в ведомстве. Мнение о том, что информированное и добровольное согласие требуется лишь перед получением вакцины против КВИ, также не соответствует действительности. Пациенту необходимо подписывать документ перед получением любой вакцины. Об этом сказано в приложении 2 к постановлению правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года «Правила проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи». Пункт 11 в приложении гласит: прививки проводятся после получения информированного согласия на проведение прививок граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и граждан, признанных недееспособными, в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан. Таким образом, за качество вакцин против КВИ, используемых в Казахстане, несут ответственность их производители. За транспортировку препаратов отвечает ТОАСК фармация. Ответственность за хранение на складах и транспортировку внутри региона берет на себя Управление здравоохранения. Хранение в кабинетах вакцинации — медицинская организация. Подписывать информированное согласие требуется не только в случае с вакцинацией против КВИ, но и перед получением профилактических прививок против других заболеваний, резюмировали факт-чекеры.